Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Нагорной Церкви Объединения Церквей Краеугольный Камень в Нижнем Новгороде. Проповеди, которые есть на этом канале, а также описание каких-то событий из жизни церкви наверняка помогут вам в решении жизненных вопросов. Мы являемся свидетелями тому, что Бог способен исправить любую историю, любую трудную ситуацию, в которую вы попали в жизни, а также способен наполнить вашу жизнь настоящей энергией, любовью и радостью, чего очень многим не хватает. В жизни каждого человека возникают моменты, когда ты задаешь себе вопрос: зачем я сотворен, с какой целью Бог создал меня, в чем смысл моей жизни? Многие подобные вопросы, а также вопросы, касающиеся религии, имеют вполне конкретные ответы, поэтому спрашивай, не стесняйся, а мы ответим тебе на любые твои вопросы. Также я приглашаю всех вас на богослужение, которое проходит каждое воскресенье в Нижнем Новгороде. Найти нас очень просто. Вся информация находится на сайте church-nn.ru, поэтому пиши мне лично, там есть мои личные данные, пиши на почту нашей церкви, ты в любом случае получишь ответ. Приходи на наше богослужение, мы будем тебе очень рады, мы рады каждому человеку, который приходит на наши воскресные собрания. Если ты хочешь поддержать церковь, то есть счет, на который можно прислать добровольное пожертвование. Любая сумма будет поддерживать этот канал, и самое главное, Бог любит тебя очень-очень сильно, и я тоже. Да, как было написано, зовут меня Виталий, фамилия моя Храбков. Мы несем с моей женой пасторское служение в городе Липецк, церковь посольства Иисуса. Ну, на этом все. Все остальное, что есть в моей жизни, что есть в жизни нашей семьи, это все творит Господь. Да, вот мы вчера с вашими пасторами провели такое хорошее время, много делились, да, и я понимаю, что как Бог действует в моей жизни. Потому что, не зная Христа, во Христе 13-й год, не совсем так много, да, и реально я иногда смотрю на молодежь и завидую, что вы вовремя пришли, сколько вам Господь еще откроет, потому что, живя в познании Господа, да, каждый день что-то новое, каждый день что-то новое. Господь открывает, благословляет и меняет твой взгляд, меняет твое отношение. И знаете, сейчас во время поклонения всегда молишься и хочется понять, что же за церковь, куда я пришел, да, куда меня пастор Сергей пригласил. И знаешь, вроде, я понимаю потом смешанные чувства, почему меня дует холод с окна. Но думаю, это не мешает тому, как у меня внутри, как я внутри себя чувствую. Это тепло, это уют и некий такой трепет. Слушайте, вы классные, вы такие светлые, добрые, открытые. Слава Богу, благословляю вас. И знаете, я вот хотел поделиться своим такими переживаниями. Вот эта неделя предстоящая, да, как принято говорить, страстная неделя, да. Сегодня, если кто-то отмечает вербное воскресенье, по восточной традиции, так, вообще пальмовое воскресенье, это вход Христа в Иерусалим, это то есть события, которые приближают нас к центру всей христианской жизни, да, это к распятию, к воскресению, к тому, что как Христос пострадал за нас. И знаете, сейчас вот пастор Сергей говорил то, что призыв к посту, то есть, да, это неделя, чтобы вы провели в таком смирении. И сама проповедь моя будет как бы к призыву, как провести эту неделю. Потому что, если мы по-честному заглядываем вовнутрь себя, мы знаем, что у каждого из нас есть шифонер с ящиками. Как принято говорить, там какие-то скелеты храним. Но помимо скелетов, да, о которых мы знаем, у нас есть ящики, к которым мы даже не хотим заглядывать. По крайней мере, у меня так было раньше, да, и сейчас, знаете, когда ты читаешь Евангелие от Иоанна, и Господь говорит с учениками, нет больше той любви, чем когда ты ложишь душу свою за друзей своих. Если действительно вы в Иисусе Христе вы видите своего друга, это все меняет. Это меняет ваши отношения, это меняет вашу молитвенную комнату, это меняет то, что вы прячете, потому что мы знаем, что Бог все знает. Бог все видит, все у Бога под контролем. Смысл какой что-то прятать? То есть я призываю вас действительно прийти, может быть, с покаянием, может быть, просто исповедовать какие-то свои заморочки, в которые вы попали в эту неделю.
И чтобы вы знали, что Бог вас всегда выслушает, и выслушает именно с любовью. Нигде не сказано, что Бог будет осуждать тебя. Осуждает только враг. Знаете, мое вот всегда такое сопоставление моих переживаний, это то, как я себе представлял Бога в детстве. Мы приезжали с другом в деревню, и бабушка всегда нас пугала. Суп не даешь, Боженька накажет. За столом болтаешь, Боженька сейчас ложкой может тебе в лоб заехать, грубо говоря. Да, и в моем представлении Бог был такой суровый, седой дядька с посохом, который такой смотрит на землю и ищет, кого наказать. Ну, тем более вот эти мультики все о греческих богах, там Зевс молнии метает, еще что-то, ты смотришь, как боги воюют, оно как-то складывалось. Потому что я вот вырос в таком советское детство у меня, пионерские лагеря, вырос я в совершенно неверующей семье. Мама работала продавцом, папа таксистом, такая, нормальная такая обычная советская семья. И я не знаю, что происходило, но семья была моя неверующая от слова совсем. Меня крестили в 7 лет. Когда меня батюшка одел крестик, во мне что-то произошло. Я в школу пришел, и я ощутил, что я другой, знаешь, такой, встал в углу. Я просто, это реально, это мои переживания, Бог мне показывал, когда я уже пришел ко Христу, покаялся, да, уже начинал служить в городе Павлово, крестился я, да. Я смотрел, и такие ощущения, нехристи. Я понимал, что я другой. Меня крестили, я верил, что-то произошло. Что произошло, я не знаю. Но вот эти вот какие-то вот Бог, вот, может быть, показывал, Господь мне, во снах часто приходят какие-то воспоминания из детства. Он доказывал мне, прям, знаете, можно сказать реально, он доказывает, я всю жизнь с тобой, я всю жизнь рядом с тобой был. И потом мне приходит такое, что папа у меня часто был в очень длительных командировках, да, мама большей частью работала на 2-3 работах, и у меня была крестная, тетя Настя такая, реальный человек, знаешь, как вот вспоминаю с таким трепетом она человек была верующая, у нее в войну муж погиб, и она сохранила ему верность. И во сне как-то мне Господь показывает, она меня водила на такие молитвенные собрания. Я вспоминаю, то есть мы по Гордеевке ходили какими-то закоулками, входили в какой-то дом, все занавешено, и бабушки читали Библию. Нигде, ни икон, ничего не было. Только я сейчас понимаю, что это реально, скорее всего, какие-то баптисты были. То есть я вот присутствовал при этом. Там не играл я ничего, я просто с ней сидел. И, видимо, вот я верю, что если ты попадаешь, как Саул в сон пророков, ты начинаешь пророчествовать. То есть Бог вот и показывает, что всю жизнь я с тобою. Я лишь хочу вас призвать к тому, чтобы, да, вы заглянули в себя. И, может, знаешь, как вот, конечно, слово такое, помогли Богу навести у вас внутренний порядок. Перед кем легко исповедоваться? Скажите мне. Перед человеком, которого ты не знаешь, или перед человеком, который тебя любит? Вилка такая, да? Как вы думаете? Можно вопросы в зал задавать? Которого ты не знаешь, да, потому что в силу своего пасторского служения иногда люди звонят там или с кем-то встречаешься, покаяться, я всегда откликаюсь, стараюсь приехать, чтобы помочь человеку как-то выйти из этого состояния. Почему мы к Богу не приходим со своими заморочками? Ответьте мне. Мы что-то храним, но если ты реально веришь во Христа, если ты родился свыше, и что-то в твоей жизни случилось, какая первая реакция? Ты хочешь это спрятать, чтобы об этом никто не узнал? Или что-то произошло, ты все бросаешь и бежишь, дабы свой вот этот заморочку какой-то вынести во свет? Но третьего не дано, аминь. То есть ты либо прячешь это, лишь бы никто не узнал. Я больше так не буду, лишь бы никто не узнал. Знакомое чувство, да? Или нет? Можно не отвечать. Пусть это останется тайной, между вами и Богом. Если ты привыкаешь действительно всегда идти ко Христу, открывать свое сердце. Тем более, знаете, в эту неделю вы будете переживать какие-то особые откровения. Тем более, да, если ты входишь в пост. Ты отказываешься от пищи ради чего? Лишь только
приблизиться к Господу. Но мы знаем, что нас от Бога отличает одно – это грех. Так или иначе мы согрешаем в чем-то, да, чем дольше ты во Христе, ты со временем уже начинаешь каяться за свои мысли, да, и вот, знаете, давайте откроем Евреям 4 главу, местописание зачитаю вам. Евреям 4 глава. И смотрите, что здесь автор послания говорит. 14 стиха и по 16 я буду читать. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Вот это важный момент. Который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот это должно перевернуть все у вас, абсолютно все. Должно перевернуть понимание того, как Христос действует в нашей жизни, как Он к нам относится, Его отношения. Потому что мы слышим, сейчас век информации, да, я иногда задумываюсь, кому же труднее жилось? Христианам в первый век, когда гонения были. Если кто читал роман «Камо Гридеши», почитайте. Такой исторический роман, но он основан на реальных событиях, страшные вещи. Как освещались сады, как жгли христиан, и вот это все происходило. Кому тяжелее-то? Либо нам сейчас тяжелее, потому что вот этот информационный фон, он забивает и сбивает нас с курса. То одно случилось, то другое, да. И если мы стараемся на все реагировать более-менее спокойно, то есть каждая ситуация и каждая вещь сама по себе нейтральна, это мы даем окраску всему, ведь так? То есть мы можем остановиться и порассуждать. Ну, не давать сразу там, это плохо, это хорошо. Потому что мы сильно отличаемся от людей, которые живут в миру. Потому что они живут какой-то пропагандой больше всего, там заражены какими-то вещами, да. И мы заглядываем вовнутрь, что же Бог говорит для этой ситуации. Ну, как бы все просто, не теряю я вас? Или чуть-чуть подгрузил? Заглядывайте в себя, да, как сейчас уже звучало, вникай в себя и в учение. То есть мы заглядываем. Когда ты заглянешь вовнутрь себя, ты первого, кого встретишь там? Себя настоящего. Себя настоящего, который тебе скажет: да ладно, и так все нормально, не успокаивайтесь. Если ты живешь со Христом, если ты всегда ходишь со Христом, то у тебя все будет получаться совершенно по-другому. Дурные мысли будут пропадать. Знаете, я люблю, мы занимаемся помощью людям зависимым, да, и у меня такой пример часто я привожу. Ты приходишь в магазин, и тебе что-то понравилось. Появилась мысль незаметно положить в карман, незаметно. И стоишь, план обдумываешь, там смотришь камеры, где есть, нет. Раз рядом появляется участковый в форме. Ты раз такой: да не надо, что-то, да и не надо мне вот это там, телефон там или еще чего-то. Да он старый какой-то, уже не нужен, и уходишь. Диалог такой. Если ты живешь со Христом и понимаешь, что ты вдруг что-то посмотрел куда-то не туда, с тобой Господь рядом стоит. Все быстрее происходит, потому что Господь рядом. Не просто участковая власть какая-то, а ты живешь этой мыслью. Ты везде ходишь со Христом. Почему Павел во многих посланиях говорит: вы во Христе, во Христе. Только во Христе. Если вы будете понимать, что значит для тебя значит во Христе, чтобы это вам само понятие было, да, как в Ефесянах. Христианство – это союз с Иисусом Христом. Аминь. Кто-то нас слушает. Да, пусть слушает, слава Богу. То, что Павел в 1 главе к Ефесянам говорит: вы посажены, уже посажены. То есть, если вы хоть раз задумывались, есть у вас на канале это, Сергей Олегович? Скорее всего, да. Вы посажены со Христом. Это вы должны понять то, что Бог Отец поворачивается ко Христу, Он видит во Христе тебя. Он не видит там Таню, Лену, Наташу, Сережу, Виталика. Он видит Иисуса Христа. Это так смотрит Господь на тебя.
Я призываю, чтобы вы приходили реально как к любящему Отцу. К любящему Отцу, открывая свои сердца пред Господом. Потому что вы приходите к тому, тот, кто тебя любит. Знаете, я вот вспоминаю свои моменты, свое хождение с Богом. И первые мои молитвы, я не знаю почему, я закрывал глаза, начинал молиться, и у меня рука непроизвольно искала пуговку, чтобы застегнуться. И потом я понимаю, я в майке стою. Но это какой-то, знаете, трепет. Хочется как-то выглядеть. Потом эта привычка ушла, слава Богу, да. Но ты когда входишь, это благоговение. Я помню, однажды молился, захожу в комнату, знаешь, как будто вот этот, в такой, в масляный входишь. Я понимаю, что вот, ну, насколько оно так ощутимо, Божье присутствие. И я прям такой, превращаюсь в маленькую песчинку. Маленькую песчинку. Я понимаю то, что я стою перед чем-то великим, таким огромным. И здесь голос звучит. Это ты, говорит, себя так видишь в моем присутствии. А я тебя вижу по-другому. И здесь я начинаю расти. Я расту, мы тогда жили на 7-м этаже. Я понимаю, что я вырос больше, чем вот наш 10-этажный дом. Бог говорит, а я тебя вижу вот так. То есть Бог будет ломать тебя внутри. Бог будет менять твое представление о себе, ну, о Господе нашем. Потому что мы все равно в чем-то, знаете, вот закостенели. Потому что мы люди логические, мы люди систематические, мы читаем. У каждого из нас с вами есть, так скажем, практическое богословие. То, что вы со временем к чему-то пришли. То, что вы со временем, у вас уложился какой-то фундамент. Должно быть так и только так. То есть, знаете, я когда стал ходить, попадать на большие собрания, да, в церковь, я всегда смотрел. Там, ну, первые ряды, служителя, там уже там, кто по 20, по 30 лет во Христе. Этот молится так, этот вот так, этот ходит, этот танцует. И я пытался выбрать, что же мне ближе. Я пытался выйти посмотреть, ага, этот приехал на такой машине, он молится вот так, этот приехал на такой машине, молится вот так. И вот, ну, стереотип такой вот. И у нас оно складывается, вот эта вот практика. Но потом, когда ты однажды пережил Христа пережил, все рушится, все меняется. Знаете, вот когда приходит Бог, песня есть, все меняется. Меняется твое отношение, это настолько просто. Все заморочки рухаются, да, там вот когда, допустим, молодой человек начинает за девушкой ухаживать. Ты сначала там обспрашиваешь всех, обзваниваешь, а что любишь, что интересно, знаешь, и у тебя этот приготовлен план действий. А ты приходишь, 2 слова говоришь, и твой план весь рушится, что все намного проще. Главное прийти. Если мы понимаем Христа и видим, как Христос говорит с грешниками, с грешницей, с блудницей, да, он говорит, придите ко мне. На празднике, когда он встал, говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Все, кто устали, все, кто потеряли надежду, придите ко мне. Просто придите ко мне, доверьтесь мне, и я все буду устраивать в твоей жизни. И вот эта неделя пусть пройдет, знаете, вот в этой близости, потому что вы рассказываете не кому-то, вы рассказываете все Господу, который и так знает. Потому что если наши молитвы не совсем от сердца, потому что Господь сердцевидец, и Богу важно то, что у нас на сердце, и то, что у нас на устах, оно совпадало. Потому что однажды, знаешь, я стою, молюсь о каких-то глобальных вещах, а Господь говорит, слушай, подожди, успокойся. А на сердце что у тебя? А на сердце у меня жена с температурой лежит. Зачем молиться за мир во всем мире, если у тебя дома проблема какая-то? Логично? Но мы хотим как будто выглядеть перед Богом немножко другим. Я иду, молюсь за жену, за исцеление, благословляю, возвращаюсь и продолжаю свою молитву. Не бойтесь открывать перед Богом свои сердца. Писание говорит, открывайте нужды. Я думаю, никто, наверное, не молится о греховных вещах. Останавливает где-то наше понимание Господа и святость Его. Открывайте свои желания пред Господом. Открывайте. Бог будет корректировать.
либо в молитве будет что-то уходить, потому что это тебе, ну, реально не надо. Потому что даже коучи учат, если у тебя вдруг что-то захотелось, с этой мыслью поживи неделю. Если она тебя не покинула, то это действительно тебе надо. А если эта мысль просто ушла, то... Потому что у нас, ну, масса хотелок, но к Богу мы приходим. Когда наши вот искренние молитвы, с таким дерзновением, когда действительно, извините за мой французский, приперло. Когда тебя сдавило, когда у тебя болезни какие-то, у тебя там мучаются твои близкие или что-то случилось, молитва тогда меняется. Тогда меняется молитва. Ты начинаешь кричать, тебе ничего не интересно. У тебя есть одно. И ты приходишь совершенно по-другому, без какой-то атрибутики, и там прославил Бога и сразу в бой. И Господь хочет, чтобы наши молитвы были откровенными. Господь хочет, чтобы наши сердца были всегда открытыми. Открывайте свои сердца. И знаете, вот возвращаясь к местописанию, мы должны понимать, что вот Спаситель, Он реально сострадает нам. Что значит сострадает? То есть Он вместе с нами проживает нашу жизнь. Оно тяжело в нашей голове, как-то укладывается. Тяжело. Но Бог проживает в нашей жизни вместе с нами. Почему, да, вот эта притча, там, мужчина ушел в отшельники, ну, как бы вот, и такой долгий диалог у него с Богом. И он говорит, почему, говорит, я, говорит, когда оглядывался, говорит, хотя ты, говорит, говорил, что ты идешь со мной, в самые тяжелые моменты моей жизни на песке оставались только, говорит, мои следы. А Бог говорит, когда тебе было очень тяжело и очень трудно, я тебя нес на руках. Я тебя нес на руках. Вот если вы видели чудеса в своей жизни, без всякой логики, ты понимаешь, Господь всегда вовремя приходит. Мы все прекрасно знаем, что сверхсил Бог не даст. Я свято верю в то, что как было до Христа, хуже не будет. Если даже вдруг какие-то испытания, какие-то, Бог не дай, болезни, мы это будем проживать со Христом. И Христос будет нам сострадать. Просто прочтите еще раз это местописание. Царь царей, Творец всего сущего, всевластный Бог, сострадает тебе, с тобой переживает. Он даст облегчение. Но мы верим же Библии. Сострадает тебе. Он добрый. Бог благой. Но это не все. В этом отрывке мы также читаем, да, что он сострадает нашим немощам. Всеобъемлющее такое слово, которое подразумевает, что у каждого у нас есть слабости, у каждого. Где-то мы всегда прихрамываем, даже не замечая этого. Но Господь прожил здесь жизнь. Он и пришел на эту землю для того, потому что, ну, уже как бы вот этот весь божественный план, да, он и говорил о том, что надлежит Христу пострадать. То есть там, как в начале сотворения мира, да, Агнец был заложен. Знаете, вот, и если вдруг у тебя появляется иногда, верю, что иногда так приходит, какая-то отверженность, какие-то разочарования, вы вспомните о Христе. Как царь мира пришел на эту землю. Младенец родился в хлеву. Уж кому обижаться-то? Кому расстраиваться и кому быть отверженным? Но где Господь что-то высказал, кому-то какое-то недовольство? Знаете, вот, размышляя о Рождестве, меня всегда так тоже какие-то вещи интересуют, и начинаешь копаться, да. В нашем понятии ясли и вот этот вот сам хлев представляется как наша такая русская деревня. Какой-то стойло, еще что-то, корыто, да, и в корыте младенец лежит. Ну, видели картинки. Поймите, с деревом в пустыне проблема. Там не было никаких деревянных корыт, там не было никаких деревянных заборов, все из камня. И вот младенца Христа, Агнца, сразу положили на камень. А камень что символизирует в Библии? Жертвенник. Вот он родился,
И там был, видимо, камень такой, знаете, выдолбленный, куда воду можно было налить. Его сразу, как родился, положили на жертвенник. То есть он понимал, что будет. Сразу. Так что пусть каждый из нас скажет своей обиде в эту неделю «до свидания», отвержухе «до свидания», своему какому-то неудовольствию или еще чему-то. Ты кто такой? Давай до свидания. Вы же можете сказать: отец, я люблю тебя, только потому, что это наша с вами любовь, ответная любовь. Аминь. В чем отец может тебе отказать? Только в том, наверное, что тебе может помешать. Знаете, я тут тоже пережил. Моего отца давно нет в живых, но вот при встрече с Господом, да, вот какие-то проблемы там мои, вот он, грубо говоря, устаканилось все во мне. Когда я реально каялся, я, наверное, проплакал минут 40. И потом такой, знаешь, нежный голос там или вот такая мысль приятная. Все, что ты, говорит, рассказываешь, это, говорит, не то. Самое главное, чтобы ты простил своего отца. Мне показывают кино такое, вот, там какие-то обиды у меня на отца были, и вот реально я вот проплакал, простил отца. И потом я вспоминаю такой момент. Мне было, наверное, лет 13, у меня с отцом состоялся разговор, папа сказал, говорит: Виталик, в нашей семье никогда не будет ни мопеда, ни мотоцикла. Я говорю: а почему? Я говорю: у меня сверстники все ездят на Карпатах, Верховинах, Рига 11, Рига 13, тогда еще были такие. Мы сами что-то мастерили там из велосипедов. Он говорит: никогда. Он говорит: пойми, я тебя люблю. Из-за того, что я тебя люблю, я никогда тебе не куплю ни мопед, ни мотоцикл. И тогда я ушел немножко недовольный. Но это как-то легло у меня. Легло прочно. Я понимаю, вот меня любят, поэтому мне этого не дают. Пока ты ребенок, оно у тебя как-то коребит. Да как так-то? У всех есть, у тебя нет. И вот сейчас уже, будучи взрослым, я понимаю, то, что это забота. Просто мы же противимся. Тем более, вот, много смотрю молодежи, слава богу, да? Когда тебе 12 лет, мама тебе одевает шапку поглуже, шарф завязывает потуже, ты это чувствуешь? Это посягательство на твою личность. Но мама проявляет заботу, чтобы ты не простыл. Ну так или нет? Когда мы едем в машине, жена всегда пристегивается быстрее, чем я. Она говорит: пристегнись. Это не говорит о том, что жена хочет доминировать. Тем более мы вдвоем. Жена переживает, что если Бог не даст, что случится, мы остались живы. Жена переживает тем самым за наш бюджет, чтобы нас не оштрафовали. То есть как мы смотрим на заботу о нас? Может быть, реально начинать, читая псалмы: Господи, спасибо, что у меня чего-то нет. Скорее всего, то, что может мне навредить. Открывайтесь перед Господом. Господь сострадает каждому из нас. Из-за чего? Потому что любит. Бог не может не любить. И знаете, вот когда Иисус родился, да, вот пришел Бог в человеческой плоти, и человеческая природа Христа — это самое вот такое поразительное и утешение, наверное, с любой стороны, как ни посмотришь на Него. То, что Он совершил, Он, как Писание говорит, оставил небеса, Он обнищал. Вот Он реально обнищал. Он оставил царство и пришел сюда, чтобы прожить жизнь, чтобы показать, что возможно вообще человеку. Чтобы мы могли приходить ко Христу, потому что Христос прожил эту земную жизнь. Как мы читали, был искушен во всем, кроме греха. То есть Он знает наши слабости, знает их глубоко на собственном опыте, и в наших слабостях идет с нами, потому что любит нас. Пусть эта неделя пройдет действительно в таком понимании, в любви. Пусть эта неделя как-то не то, что приблизит вас, да, я верю в то, что каждый понимает, что Дух Святой живет во мне, это Дух Христов, это как бы, чтобы вот не кипела у вас голова, как выглядит Троица и все остальное. Дух Святой — это тот же Бог, аминь. И Он живет в вас. Просто как мы относимся к этому?
Открываемся ли мы? Или мы все-таки пытаемся прятаться? Когда Бог живет в тебе. И поймите, все, что вы переживаете, вы можете смело отдать Христу. Просто открывайтесь перед Богом. Пусть это будет такая, знаете, смиренная неделя. Исповедуйтесь, благословляйте, приходите с любовью. Иногда, знаете, вот можно просто в молитве приходишь, нечего сказать, просто посидите в тишине, насладитесь присутствием. Знаешь, как приятно к тебе, когда дети приходят, просто сел и сидит рядом. Ты понимаешь, что вот дитё твое рядом, тебя любит, хотя и тишина. Просто само присутствие. Насколько ценно присутствие Бога в нашей жизни. Не надо ничего усложнять. Бог пришел на землю, чтобы упростить нам жизнь, упростить понимание, упростить наши взгляды, чтобы мы наслаждались тем, что уже имеем. Так что проведите эту неделю, пусть это будет, знаете, не страстная такая благословенная неделя. Пусть это будет такая, может быть, неделя как бы тишины, когда вы избавляете обороты вот этой жизни, когда ты меньше сладкого ешь, меньше энергии, чуть поспокойнее становишься, не вырабатывается столько гормонов для беготни. И все, что вы переживаете, уже было пережито нашим Господом. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу, и вы по-другому, может быть, как-то эту Пасху переживете. Вы посмотрите то, что вот как Господь входил в Иерусалим, да, сколько вот Он всего пережил. Само понимание того, вход Иисуса в Иерусалим, когда Он въезжал на осленке, да, одно дело, когда человек приезжает на белом коне, это либо царь, он въезжает с властью, либо кто-то въезжает на черном коне, на вороном, это завоеватель, он приезжает с какой-то силой и угрозой. И другой момент, когда кто-то въезжает на осленке, он несет любовь, он несет мир, как миротворец. Совершенно другое отношение ко Христу. Совершенно другое отношение. И каждая встреча со Христом – это встреча реально с благодатью. Как начинается Евангелие, то, что благодать и милость пришли на землю с Иисусом Христом. То, что все поменялось, все богопознания с Ветхого Завета, да, перешли вот именно в благодать и милость. И то, что больше всего мы нуждались, мы получили именно встречи со Христом, когда мы вот этот груз этой греховности какой-то, отверженности, он рухнул. То есть мы получили милость и мы получили прощение. Потому что мы сами, если вспоминаем притчу о блудном сыне, да, когда он взмолился, там, как написано, пришел в себя, я согрешил против неба. То есть, в любом случае, мы каждый как-то переживали по-разному Бога до встречи со Христом, да, как-то вот мы понимали, что что-то есть, какая-то вот это, как сейчас принято говорить, метафизика, что-то есть выше нас, что-то есть главнее, мощнее нас, да, и мы переживали это. Мы переживали, там пусть, может быть, совесть или еще как-то, но мы переживали, что мы делаем неправильно. И мы встретились с тем, кому все подвластно. Он говорит, придите ко мне, я очищу, омою и получите прощение. Получите прощение. То есть это реально начало новой жизни. Когда ты оправдан, то есть Христос воскрес ради нашего оправдания, то есть поставлена точка в этом приговоре. И ты начинаешь реально новую жизнь. Иди и больше не греши. И пусть эта неделя реально станет таким, знаете, каким-то водоразделом, каким-то новой такой вехой в вашей жизни. То, что вы все отдали и получили что-то новое с воскресением Иисуса Христа. Пусть Господь очистит вас, пусть Господь благословит вас, пусть, вот знаете, как вот мир придет в ваши сердца, именно мир от Господа. Аминь.